Всем привет, дорогие друзья! Как и всегда, вы на канале Realistic PES. Конечно, как и всегда, я бы мог нагнать воды касаемо какой-нибудь темы, которая под собой имеет не так уж и много почвы под ногами. Но вместо этого я решил порассуждать на тему, которая мне чуть более интересна, и в частности, это предстоящие эпики миланского Интера. Буквально-таки вчера мы узнали их официальные уровни, и таким образом можем ознакомиться с их официальными цифрами, чем и предлагаю заняться в рамках этого ролика. Поэтому давайте не будем долго тянуть, не забывайте поддерживать это видео своими большими пальцами вверх, а также подписываться на канал и прожимать колокольчик для уведомлений, если вы находитесь здесь впервые. Все мы с вами знаем, что если копить монеты в eFootball, то все равно не удастся выявить желаемого эпика. А поэтому, если вам необходимо приобрести монеты для eFootball Mobile, то вам на PlayRock. PlayRock — это маркетплейс товаров и услуг. Помимо приобретения желаемого товара, вы также можете предложить свои товары и услуги. А выводить средства с их сайта стало еще выгоднее, нежели раньше. И теперь комиссия с вывода снижена с 10% до 5 или 6% в зависимости от выбранного вами способа. Приобрести любой интересующий вас товар можно быстро и, самое главное, легко. Выбираем удобный способ и оплачиваем в пару кликов. Все происходит быстро и, самое главное, безопасно. Помимо всего прочего, на PlayRock постоянно проходят розыгрыши, поэтому переходите по ссылке и закупайтесь по лучшим ценам. И как оно всегда и бывает, когда мы обозреваем те или иные наборы, карточки, мы начинаем с самого высокорейтингового игрока в данном наборе. И на мое удивление, этим самым высокорейтинговым игроком в данном паке будет Кристиан Вьери, который получил 33 уровня прокачки, и при полной прокачке рейтинг которого будет достигать 105 пунктов рейтинга. Некоторые пользователи отмечают, что с пары-тройки тренеров его рейтинг должен быть 106 пунктов, но чего-то конкретного я пока что не наблюдал, поэтому ограничимся лишь 105 пунктами рейтинга. Несмотря на свой стиль игры в реальной жизни и в целом его габарит, представлен Кристиан как охотник за голами, нежели какой-нибудь таран, и соответственно Konami постарались подогнать ему плюс-минус цифры под этот самый стиль. Таким образом, на первый взгляд может сложиться впечатление, что Кристиан Вьери крайне универсальный и сбалансированный нападающий. Как я отмечал в ролике по оперативному обновлению, у него по сути есть все. И умение атаковать, и реализация, и скорость с ускорением, и сила удара, и даже устойчивость при толчках, игра головой. Хотя люди отмечают, что в реальности он играл головой намного лучше, нежели чем на те цифры, которые проставили ему Konami. Но даже так есть один слабый момент, который, наверное, нивелируется, учитывая позицию данного игрока. Это его передачи. И пас низом, и пас навесом достигают у него 63 пунктов, что ничтожно мало. Но опять же, учитывая, что далеко не все нападающие отыгрываются с партнерами, а зачастую играют именно вот конкретно на острие, наверное, на это можно закрыть глаза. Да и в конце концов, никто не мешает вам немножко перекачать данного нападающего и подтянуть ему цифры хотя бы до 70 пунктов, чтобы они у него были в желтом диапазоне. И в лишний раз на это накинуть пару-тройку навыков, которые, наверное, и нивелируют данный момент. Также, как подсказывает eFootball Hub, моделька у Кристиана Вьери ожидается очень даже интересная, поскольку у него длинные ноги, в целом одно из самых высоких значений ног в игре среди нападающих. У него, плюс-минус высокий прыжок, соответственно, у него длинные руки и широкая моделька. Это означает, что при его цифрах устойчивости при толчках он, в принципе, здорово будет придерживать мяч корпусом от защитников, несмотря на то, кто упирается ему в спину. Его моделька и цифры устойчивости в лишний раз позволяют это делать. Ну и в навыках у него есть все необходимое для центрального нападающего. Игра головой, дальние подкрутки, дальние удары, удар подъемом, удар с наклевом, акробатика, удар без обработки, подкрутка шведкой, верховое главенство и скоординированные удары. То есть удар у него будет очень даже опасный, учитывая цифры силы удара. И в общем-то будет интересно посмотреть на его модельку и послушать мнение людей, что они думают на ее счет. Это как раз таки вот один из тех редких моментов, когда в игре появляется кто-то новенький, и это не перевыпуск какой-то карточки, а поэтому я думаю, что внимание к модельке будет очень даже приковано. Второй дебютант, который дебютирует не столько в играх от Konami, сколько в самой серии eFootball, это в частности Джавьер Дзанетти, который представлен в качестве левого защитника со стилем атакующий защитник. И что
что самое забавное, получивший навык Вдохновитель в защите, который на самом деле атакующим защитникам так-то не свойственен, в принципе, как и фланговым защитникам. Максимум те навыки, которые они получают, это острые навесы. По-моему, Дзанетти становится первым фланговым защитником, который получает данный навык. И это при наличии в паке обороняющегося Бергами, у которого данный навык смотрелся бы куда более уместно. Но об этом чуть-чуть попозже. Как я и отмечал в ролике про оперативное обновление для флангового атакующего защитника, для Дзанетти нарисовали очень даже неплохие оборонительные цифры, учитывая, что атакующие защитники это не про оборону своей половины поля, а скорее про подключение на чужой половине. И соответственно оборонительные скиллы, оборонительные цифры, они далеко не на первом месте. Ну а для Дзанетти их нарисовали более-менее неплохими, учитывая также наличие дополнительных навыков в виде боевого духа, вдохновителя в защите, блокировщика, подката, опекуна и перехвата. В принципе, скорость с ускорением у Дзанетти тоже неплохие, имеется выносливость, даже какая-никакая устойчивость при толчках, и вот разве что складывается впечатление, что цифры пасов Konami ему немножко зажопили, хотя у него и имеются два навыка, связанные с пасами: пас на ход и точность подач. Но опять же, учитывая, что это именно атакующий фланговый защитник, пас навесом как будто бы можно было бы нарисовать и повыше. Да и вместо навыка Fortress накинуть ему те же самые острые навесы. Джузеппе Бергами или Бергоми, не знаю, куда у него ставится ударение, это один из тех футболистов в игре, который редко радует нас своим появлением в рамках тех или иных наборов. И вот, если честно, не помню, когда он последний раз появлялся. То ли в 23-й части, то ли в 24-й части. И вот за все то время, что я наблюдал его в составах у соперников, его перекачивали как центрбэка и, соответственно, использовали в центре обороны. Но представлен он как фланговый защитник со стилем обороняющийся защитник. И вот как раз таки у него тот же самый навык Вдохновитель в защите, наверное, был бы куда более уместным. Но я так понимаю, что Konami сделали это из соображений сбалансированности карточки, потому что если перекачивать его под ЦЗшника, у него хорошие цифры, и если у него еще будет вот данный дополнительный оборонительный навык, то он будет прям совсем имбовым и метовым. Как бы игра в центре защиты для него как бы не приоритетная, он опять же фланговый защитник, но при этом у него полный набор навыков, который присущ любому другому центрбэку. Игра головой, опекун, перехват, акробатический вынос, верховое главенство, боевой дух, блокировщик, подкат, и вот как раз таки не хватает того самого Фортресса. При прокачке Бергоми по центрбэка его номинальный рейтинг будет достигать 107 пунктов, ну и в целом оборонительные цифры ожидаются очень даже неплохими. Наверное, единственный недостаток заигрывания Бергоми или Бергами в центре защиты это не самые длинные ноги у него, а как мы все с вами знаем, лишняя длина ног, лишние пара-тройка сантиметров у защитника позволяет ему дотягиваться за некоторыми мячами, за которыми, например, не дотянется игрок, у которого ноги, ну, короче, как-то не странно. Ну и моделька, в принципе, сама по себе тоже неплохая для игры в центре. И в целом, говоря про данный эпический пак, рассматривая всех трех представленных игроков, можно отметить, что у каждого из них ожидается более-менее интересная моделька. Я думаю, что данный набор претендует на звание одного из самых лучших в рамках eFootball, возможно, не самых метовых, хотя кто знает, время покажет, но как минимум претендующая на данное звание в топ-5 или может быть в топ-10. Ну а что думаете вы, дорогие друзья? Как и всегда, ваше мнение касаемо представленных моделек, карточек, их цифр и не только, буду ждать в комментариях под этим роликом. Также не забывайте поддерживать это видео своими лайками, если оно по каким-то причинам показалось вам интересным или даже познавательным, ну и подписывайтесь на этот канал, если вы находитесь здесь впервые. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорых встреч!